Всем доброго времени суток. Не так давно я рассказывал о том, как сделать сланцевые горы из плитки для подвесного потолка. В этом видео я расскажу еще об одном бюджетном способе изготовления таких гор. Поехали! Для изготовления оголений я буду использовать алебастр. И для этого я наношу его в те места, где у меня должны быть камни. И при помощи мастихина, в данном случае первый номер, я начинаю формировать такие прорезы. И теперь оставлю сушиться минут на 15. После этого продолжу. И после того, как алебастр достаточно подсох, я использую щетку с металлической щетиной. Сильно не давлю, создаю царапины. Можно также немножко доработать мастихином, сделать какие-то сколы. И теперь оставляем до полного высыхания. После того, как алебастр полностью высох, можно приступать к процессу окраски. Данный процесс будет разделен на два этапа. На первом этапе нам понадобятся акриловые краски. Это охра светлая, это умбра натуральная и умбра жженая. Краски очень сильно будут разводиться. Буквально один горошек размером с горошинку краски. Вот где-то на полстаканчика таких воды. И хорошо размешиваю. Значит, умбру натуральную практически полный стакан делаю. То есть раза в два разведен сильнее будет. И приступаю к процессу окраски. Сначала желтой охрой делаю несколько пятен, потом умброй жженой, и после этого я дам хорошо высохнуть краской и закрашу все остальное умброй натуральной. И минут через 10 можно наносить основной слой. В моем случае это умбра натуральная. И теперь нанесу небольшой слой клея ПВА, разбавленного водой 1 к 1. И оставляю сушить до полного высыхания. После того, как клей высох, приступаем к нанесению последнего слоя краски. Для этого буду использовать такую черную сажу газовую. И разведена она на полстаканчика горошинка. Для чего покрывалось это все клеем? Для того, чтобы сейчас краска не впитывалась в алебастр, а стекала и оставалась только в щелях. То есть сейчас будем выделять уже трещины. И после того, как этот слой высохнет, можно будет приступать уже к нанесению эффекта выветривания. И для создания эффекта выветривания я буду использовать белую краску и вот такую кисть. Методом сухой кисти я буквально 2-3 раза проведу. И на этом изготовление камней закончено. Можно приступать к декорированию. Надеюсь, информация была полезной. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте включить колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Всем спасибо. Пока-пока.